Сегодня создадим кружевное белье себестоимостью 150 рублей, а продать его можно будет дороже, чем за 800 рублей. К счастью для вас, в моем телеграм-канале вы сможете скачать лекала абсолютно бесплатно. Как и говорил ранее в своих видео, что я хочу шить. Есть желание производить в будущем все, что связано с шитьем, начиная от нижнего белья, заканчивая пуховиками. И вот это время настало. Почему еще хочу шить нижнее белье? Потому что это более сложный, более деликатный процесс, чем классическое шитье. Тонкая и кропотливая работа позволит мне отточить мое мастерство, которым я буду делиться в будущем. Помимо этого, это еще и творческая составляющая, в которой ты можешь проявить свою фантазию, создавая оригинальные, уникальные модели. Как обычно, я подошел к этому серьезно, накупил разной ткани, разных рисунков, разных цветов. Помимо этого, я купил много резинок, бретелек, купил поролон специальный для создания чашек, но это на будущее, когда буду шить бюстгальтер. Я его, кстати, тоже попробую шить. Не попробую, я их буду шить. Это еще, кстати, не все. Вот еще. Ну, короче, там еще много. Вот, поэтому сначала выбираем ткань. Опять же, ткань можно использовать разную. Сейчас у меня есть небольшая шпаргалка. Я вам сейчас скажу, какие можно использовать. Атлас, стрейч, хлопковый сатин, бифлекс, кулирка, кружево и гипюр, сетка стрейч, интерлок, бархат стрейч, трикотаж. Вот столько можно использовать тканей для создания нижнего белья, поэтому фантазии будет много и креатива. Поэтому поехали создавать. Для создания женских трусиков нам понадобится лекало, которое вы сможете скачать в моем телеграм-канале, как я уже говорил, красивая ткань, кружево, я выбрал нежно-розовый цвет, резинка и кулирная гладь для ластовицы. Вот таким способом располагаем лекало, и нам еще необходимо сделать припуски на сгибе центрального шва 0,6-0,7 мм. Далее вырезаем. Теперь нашу готовую деталь переворачиваем и кладем так, чтобы рисунок примерно был одинаковый. И вырезаем. Далее вырезаем ластовицу из кружева, это будет наружная часть, а из кулирной глади вырезаем внутреннюю часть ластовицы. Детали у нас готовы, и теперь мы переходим к сборке. Для начала нам нужно соединить две половинки задних частей, передних частей и ластовицы. Вот в этих местах. Проходим на оверлоке. После того, как мы соединили все части, задняя часть, передняя, ластовица наружная, еще нужно пройтись оверлоком по краям внутренней ластовицы, по кулирной глади. Теперь мы переходим к следующим действиям. Мы берем переднюю часть, к ней подкладываем наружную ластовицу и внутреннюю ластовицу. Вот таким движением. Так, и вот эти части мы соединяем на оверлоке. После того, как мы соединили, вот эти хвостики мы прячем вовнутрь шва. Теперь нам необходимо соединить вторую часть ластовицы с задней частью трусиков. Таким образом мы берем та часть, которая у нас уже соединена, мы сворачиваем, берем заднюю часть и переворачиваем на первую часть. Также ее сворачиваем и ластовицу из трикотажа мы ложим сверху. И вот здесь проходим на оверлоке.
После того, как мы соединили обе части ластовицы, мы выворачиваем. Вот такое соединение получилось. Теперь мы складываем пополам и соединяем боковые швы. Боковые швы соединены. Обязательно хвостики мы прячем иголочкой вовнутрь. И переходим к обработке верхней части трусиков. Замеряем, сколько сантиметров в окружности у нас составляет сантиметров. Это 28 с одной стороны, умножаем на 2, получается 56. И отнимаем 10-15% от этого числа. Это где-то примерно 5-8 сантиметров. Ну, я отниму 5. Или даже 6. Это будет 50 сантиметров. Плюс накину еще сантиметр на соединение. 51 сантиметр. Резинку мы соединяем на обычной прямострочной машинке. Несколько швов. И все, что лишнее, мы отрезаем. Вот такое аккуратное соединение у нас получилось. Далее мы делим на 4 части резинку. И точно так же делим трусики на 4 части. В принципе, у них 4 стороны уже есть. Это наши боковые швы и поперечные швы. Начиная с бокового шва трусиков, мы к лицевой стороне прикладываем резинку и проходим эластичным зигзагом по всей окружности с учетом натяжения. Сначала делаем закрепку и теперь натягиваем. Натягиваем до следующей точки. Обязательно делаем закрепку в конце. Все, что у нас лишнее, мы аккуратно подрезаем. Теперь аккуратно подворачиваем резинку вовнутрь и проходим тем же зигзагом эластичным. Также начиная с бокового шва. Точно так же с небольшим натяжением мы проходим. Обязательно делаем вначале закрепку и потом, уже не стесняясь, идем. Обязательно делаем закрепку в конце. Отрезаем все ненужные лишние ниточки. И вот такая обработка красивая у меня получилась. Сейчас покажу еще вблизи. Ну что, друзья, вот такие трусяшки у меня сегодня получились. По уровню сложности оценю, наверное, на 6 из 10. Все равно нужен какой-то определенный навык для того, чтобы их шить. Это нужно упорство, нужно постоянно этим заниматься. И строчечки будут красивые, и заморачиваться не будешь по каким-то нюансам. Будешь это все делать на автомате. Для новичков, я надеюсь, этот ролик был полезный. Для опытных швей это лишь повод обсудить все нюансы в комментариях. Проходите, пишите все, что вы хотите. Всем спасибо, кто уделил для меня свое драгоценное время. Я это ценю. Обязательно поставьте палец вверх. YouTube любит данные манипуляции. Подписывайтесь на канал. Всем буду рад. С вами был Юра. Всем пока. Ролик был полезен.
Удачи, удачи, всем счастья, добра и будьте здоровы.